Всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить с вами об одном необычном орехе, о фисташке. Что в нем такого необычного, спросите вы? А вас никогда не удивляло, что практически все фисташки, которые вы покупаете, в открытой скорлупе? Вот и я не задумывался, пока не стал погружаться в эту тему глубже. И это еще не все. Фисташки бывают ядовитыми, могут нанести огромный вред организму. Но все не так однозначно. Смотрите видео до конца и узнайте всю правду о фисташке. Приятного просмотра! Предлагаю начать издалека. Да, прямо из 7-го тысячелетия до нашей эры. Западная Азия. Территория от современной Сирии до Афганистана. Именно там впервые стали ценить и почитать этот замечательный орех. Его считали символом достатка, богатства и плодородия. Так, правительница древнего аравийского царства Саба, царица Савская, чей визит в Иерусалим описан в древнейшем труде Библии, обожала фисташки. Она особо почитала их за нежный сливочный вкус и питательную ценность. И даже издала указ, по которому употреблять в пищу эти дивные орешки могли только люди царской крови, а простолюдинам нельзя было даже выращивать фисташковые деревья. Потом фисташки попали в Италию. Всего-то через каких-то несколько тысяч лет. А если быть точнее, то в Древний Рим. Император Вителий привез орехи из Сирии. В Южной Европе фисташки успешно прижились и стали популярным лакомством у людей из высших каст. Чтобы не быть голословным, покажу вам книгу рецептов Рима V века нашей эры, где этот орех входит в состав блюда. Вы тоже не понимаете, что тут написано? Кажется, я даже показал вам не ту картинку. Ах, вот, это больше похоже на рецепт. Где-то здесь вы можете увидеть слово «пистахио», перевод которого и так понятен. Но не Италия и даже не государства Западной Азии являются главными поставщиками фисташек в наши дни. В 1920-е годы американский исследователь растений по имени Уильям Уайтхаус отправился в Персию и привез оттуда обратно в Америку одно очень важное семя. Ладно, так говорить не очень корректно, он привез целых 10 килограмм индивидуально отобранных фисташек, но лишь одно семя оказалось успешным для дальнейшего разведения и выращивания. Всего лишь одно. Вы можете себе это представить. А что если бы и это семя не оказалось плодородным? Для посадки плантации ореха выбрали солнечную Калифорнию. Этот регион характеризуется горячим, сухим климатом и умеренно холодными зимами, что является оптимальным для фисташковых деревьев. С этого и началось коммерческое производство фисташек в крупных масштабах. Сейчас Америка – главный поставщик этого ореха во все страны мира. Более 70% мирового производства фисташек принадлежит именно Америке. Давайте теперь рассмотрим путь этого зеленого ореха от семечка до попадания на прилавки магазинов. Сначала, конечно, берется семечко. Оно отбирается по определенным признакам – по цвету, размеру, запаху и свежести. Например, идеальным вариантом может стать светло-зеленая, крупная, свежая фисташка с выраженным ореховым ароматом. Только качественно отобранное семечко даст всход. Потом фисташку сажают в землю. Здесь большое значение имеет почва. Подойдет, например, глинистая или песчаная поверхность, которая имеет хорошую дренировку, то есть которая способна быстро отводить излишки влаги, ведь фисташковые деревья не терпят застоя воды. Потом, соответственно, вырастает само дерево и лишь спустя 5-7 лет начинает давать первые плоды. Кстати, сначала ветки фисташкового дерева, подобно другим культурам, покрываются прекрасными цветками, и только потом появляются орехи. Посмотрите на эти красочные бутоны. Фисташки созревают один раз в год, осенью. Их собирают с помощью специальных машин или вручную. Как правило, процесс сбора происходит в темное время суток, а связано это с тем, что днем фисташковое дерево выделяет вещества, ядовитые для человека. Вот что я имел в виду, когда говорил, что фисташки ядовиты. Ловко я вас подловил, да? Потом, конечно, орех проходит этап сушки и обработки, упаковывается и отправляется на прилавки магазина. А вы замечали, что до прилавков доходят фисташки только с открытой скорлупой? Почему так? Я попытался разобраться в этом вопросе, и вот как все устроено. После сбора урожая фисташки специально сортируются на открытые и закрытые.
Открытые считаются наиболее вкусными, так как они сохраняют свою свежесть и естественный вкус без какой-либо дополнительной обработки. Ядро таких орехов при созревании само раскалывает скорлупу, поэтому производители еще называют такие фисташки натуралками или орехами натурального открытия. Их, как правило, оставляют сырыми, так как они уже имеют насыщенный вкус и не нуждаются в добавках. А вот с закрытыми плодами все намного сложнее. Их сначала сушат, потом с помощью специальных машин раскалывают скорлупу, сортируют, обжаривают, солят и приправляют другими специями. Так все фисташки поступают к нам на прилавки открытыми, хотя многие из них собирались совсем в другом виде. Теперь, когда вы знаете эти факты, не удивляйтесь, что сырые фисташки порой стоят дороже обжаренных или соленых. Очень долгий и сложный путь проходит этот орех, прежде чем быть съеденным. Вот у меня, например, под домом растет яблоня. Не знаю, сажал ли ее там кто-то, она просто растет здесь уже многие десятки лет. Может, она появилась случайно? Кажется, это дикое дерево. А растут ли фисташки в дикой природе? Может ли какой-нибудь человек похвастаться тем, что он смотрит на фисташковое дерево под своим окном, прямо как я на яблоню? Я нашел ответ. Да, эти деревья могут расти и в диких условиях. И растут в Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке, Средиземноморье и в Северной Америке, во всех этих регионах. Вот как это выглядит. Маленький кустик, небольшие плоды, не очень насыщенный вкус, наверное. В общем, что бы мы делали без фисташковых ферм? Кстати, если вы думаете, что фисташки нужны только для того, чтобы их кушать, спешу вас огорчить. Из этого ореха делают масло, которое находит широкое применение в косметической сфере, используется в медицине, ароматерапии и даже в быту для изготовления красок. Но не будем вдаваться в подробности. Все же тематика нашего канала – еда, поэтому покажем вам вот это. И это… А еще вот это. Ну, вы поняли, да? Фисташки можно употреблять не только в чистом виде, но и в составе разнообразных блюд. Мое любимое – рулет из слоеного теста с фисташково-малиновым вкусом. Пальчики оближешь. Кстати, фисташки очень полезны. Я знаю как минимум 4 причины, из-за которых вам следует включить эти орехи в свой ежедневный рацион. Первое и очевидное – они очень богаты различными полезными витаминами и минералами. Их здесь насчитывается более 30. Фосфор, магний, железо, медь, калий, тиамин, витамины группы В, Е, H – это огромная польза для организма. Так, фисташки положительно влияют на нервную и иммунную системы, на кости и соединительные ткани, поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей. Вот вам несколько интересных фактов. Порция фисташек в 100 грамм полностью покрывает суточную потребность организма в витамине В6. 60 грамм фисташек содержат больше калия, чем большой банан, и столько же клетчатки, как 100 грамм вареной брокколи. Из 13 грамм жиров в 100 граммах фисташек только 2 относятся к насыщенным и вредным для здоровья. Остальные – полиненасыщенные и мононенасыщенные, которые, в частности, защищают сердце. Но не стоит злоупотреблять этим продуктом, ведь все орехи достаточно калорийны, а ученые-диетологи и вовсе советуют съедать не более 30 грамм этого ореха в день. Несмотря на это, фисташки могут быть верным помощником при похудении, ну или при поддержании здорового веса. Исследования показали, что эти орехи оказались полезными для создания ощущения сытости и его продолжительного сохранения. Это связано с тем, что фисташки богаты клетчаткой, белком и полезными жирами, которые помогают контролировать аппетит. Кроме того, необходимость пережевывания орехов может способствовать более долгому приему пищи и усилению чувства сытости. Также рекомендуется покупать фисташки в скорлупе, а не очищенные. Исследование, в котором приняли участие 140 студентов, показало интересные результаты. Респонденты были разделены на 2 группы. Одной предоставили фисташки в скорлупе, а другой – очищенные. И в итоге в первой группе участники эксперимента употребляли в среднем 125 килокалорий, во второй – в среднем 211. Это означает, что потребление фисташек в скорлупе снижало общее количество потребляемых килокалорий на 41%. Так что, если любите фисташки, любите их и щелкать. Кроме того, этот продукт – настоящее сокровище для ума и тела.
Во-первых, фисташки – это источник быстрой и качественной энергии. Богатые здоровыми жирами, углеводами и белками, они быстро перерабатываются организмом, обеспечивая его энергией на продолжительный срок. Это особенно ценно для спортсменов и вообще для всех, кто ведет активный образ жизни. Энергия, которую вы получаете от фисташек, поможет вам дольше оставаться в тонусе и справляться с физическими нагрузками. Также эти орехи содержат аминокислоты, которые необходимы для восстановления и роста мышц, что особенно важно после интенсивных тренировок. А что насчет ума? Как я уже говорил ранее, эти орешки содержат витамины группы В. Они особенно важны для умственной работы, способствуют улучшению функций мозга, помогают сосредоточиться на задаче, повышают уровень концентрации. Так что если вам нужно подготовиться к экзамену или справиться с большим объемом работы, фисташки могут стать вашими верными помощниками. В общем, это не просто вкусная закуска, это настоящий питательный коктейль, который помогает вашему телу и мозгу работать на полную катушку. Также фисташки превосходят другие орехи по своему влиянию на здоровье сердечно-сосудистой системы. Благодаря высокому содержанию витамина Е, они защищают наши клетки от стресса, который может привести к серьезным заболеваниям, например, таким как атеросклероз. Эти мощные антиоксиданты помогают поддерживать здоровое сердце и кровеносные сосуды. И это еще не все. Фисташки богаты ненасыщенными жирами, которые помогают снижать уровень холестерина в крови. Это важно, потому что высокий уровень плохого холестерина увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А включение этих орехов в ваш рацион – вкусный и простой способ держать этот риск под контролем. Неудивительно, что фисташки стали настоящими звездами среди орехов. Их уникальное сочетание полезных жиров, белков, витаминов и минералов делает их идеальным выбором для тех, кто стремится к здоровому образу жизни. Так что, когда вы достанете следующий пакетик фисташек, помните, что вы не просто наслаждаетесь вкусной закуской, вы следите за своим здоровьем. Ладно, расскажу об еще одном интересном свойстве фисташек. Ну или не совсем о свойстве, но это точно может быть полезно для вас. Особенно, если вы творческая натура или у вас есть маленькие дети. Готовы? Вы можете использовать скорлупу от этих орехов для своих поделок. Например, чтобы сделать вот такое необычное денежное дерево. Проволока, несколько скорлупок, клей, какая-нибудь основа-платформа, немного труда и все, оригинальный декор или подарок готов. Также можете сделать вот такую оригинальную лампочку. Просто обклейте обычную лампу скорлупками от фисташек. Когда вы ее включите, получится уникальный световой узор. Только будьте осторожны, используйте такую лампочку, которая не нагревается при работе. Вазы, подсвечники, картины, мозаики, украшения – все что угодно может быть создано с помощью скорлупок. Нужно только немного творческих усилий и умелые руки. Я привел столько аргументов в пользу фисташек, но не сказал ничего об их вреде. Помните, что люди с непереносимостью орехов или аллергией на них могут испытывать от фисташек проблемы с пищеварением, поэтому обязательно посоветуйтесь с врачом, если наблюдаете за собой такие явления на другие орехи, прежде чем включать фисташки в свой рацион для пользы здоровью. Также внимательнее советую относиться к этому продукту людям, организм которых предрасположен к образованию камней в почках, ведь фисташки, как и некоторые другие орехи, содержат оксалаты, которые могут негативно влиять на мочевыделительную систему. Кроме того, вся польза сырых орехов не относится к таким же жареным и пересоленным плодам. Стакан жареных фисташек с солью содержит 526 мг натрия. Избыток этого щелочного металла может привести к высокому кровяному давлению, сердечным заболеваниям и даже к инсульту, так что будьте осторожны. Ну и напоследок поделюсь с вами некоторыми интересными фактами, которые не попали в это видео. Фисташковое дерево растет более 400 лет. И все это время может давать плоды при подходящих условиях выращивания и ухода. Вы представляете? Некоторые люди считают инвестиции в выращивание этих деревьев очень перспективными. Мне же кажется, что здесь существуют значительные риски. Кстати, вообще существует более 100 сортов этого ореха. Они отличаются по внешнему виду, запаху и даже по вкусу. Однако на практике в мировой торговле и кулинарии наиболее распространен и востребован всего один вид фисташек – фисташка вульгарис.
Несмотря на то, что фисташки часто называют орехами, да и я сам в течение всего видео называл их так, они на самом деле не являются орехами в биологическом смысле. Фисташка – это костянка, а точнее семя, которое находится внутри жесткой скорлупы. Удивительно, но грецкий орех или миндаль на самом деле тоже являются костянками. Однажды власти Турции решили, что перевести целый город на топливо из фисташки – хорошая идея. Да, вы не ослышались. В 2010 году разрабатывался проект, идея которого заключалась в том, чтобы создать первый в стране город, который будет отапливаться за счет сжигания сухой деревянистой оболочки плода фисташки. Местом создания экологически чистого города должна была стать провинция Газиантеп на юго-востоке страны. Но проект так и не был реализован. Ну и напоследок информация, без которой вы бы точно не смогли обойтись. Всемирный день фисташки отмечается 26 февраля. На этом у нас все. Обязательно запомните следующее. При чрезмерном употреблении фисташек у вас может начаться диарея. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки этому видео, если оно было полезным и интересным. И до встречи в следующих видеороликах. Пока!